Китае сейчас идет настоящая электролихорадка. Правительство стимулирует развитие электрокаров и ставит такие разные заслоны для тех, кто хочет покупать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В комментариях в прошлом видео вы писали о том, что я рассматриваю электрокары только для очень богатых людей и только в крупных китайских мегаполисах. Ребята, специально для вас я решил приехать в небольшой китайский городок под названием Фучжоу и показать, на чем ездят обычные китайские люди. Кстати, машина, на которой я поеду, тоже электрокар. Ничего так тачка. Сифу, 我们走吧. Короче, чувак купил машину примерно за 20 тысяч американских долларов. При этом правительство ему еще вернуло 4,5-5 тысяч американских долларов просто потому, что он купил электрокар. Как вам такие подгоны от государства-то? Класс! Город Фучжоу расположен в провинции Футьен. Население города чуть меньше 7,5 миллионов человек. Много, скажете вы, мало, скажу вам я. По китайским меркам это небольшой город и совсем не мегаполис. Поэтому вот в этом городе мы увидим такую активную работу китайских маркетологов. Не поверите, город Фучжоу очень напоминает Минск. Привет, батьки! И в этом городе мне первый раз, вот я много езжу по Китаю, первый раз я вызвал такси и приехал электрокар. Обычно такое происходит только в крупных городах, таких как Пекин, Шанхай или Шэньчжэнь. 300多公里呢? 300到400. 300到400. Мне очень повезло, попался общительный, позитивный водитель. Он работает в службе, похожей на Uber, называется DD. Рассказывает про свои будни. Просыпается он тут каждое утро, выезжает на своем прекрасном автомобиле, в обед, во время еды, ставит машину на быструю зарядку на минут 20. И вот так вот проходит его работа каждый день. То есть проснулся, поработал, отобедал, машину подзарядил и хватает вот в таком режиме работать каждый день. На ничего车能跑多少公里? 可以跑300公里. 300 公里. В общем, водитель говорит, что машина проезжает 300 километров. Здесь не очень холодно, ни север, ни минус, да, но температура где-то плюс 10, может быть, плюс 15 градусов. По городу больше десятка быстрых зарядок. Ну и он говорит, что ночью заряжается на парковке, и ему этого хватает, чтобы ездить и эффективно развозить людей. Фучжоу расположен в провинции Футьен, а Футьен – это чайный центр Китая. Что нужно чаю? Много влажности и перепады температуры от жарко до средне-холодно. Интересно, как это влияет на батарею? Шифу, 天气很湿的时候，很冷的时候，对这个电池有没有影响？影响有一点点。大不大？影响不大。会不会超过10%？差不多7-8%左右. Водитель говорит, что влияние холодного, влажного климата на батарею, на работу батареи незначительно, и я у него спросил, 10% есть? Он говорит, даже 10% нету. Этот автомобиль производится на севере Китая. Я у нашего водителя спросил, как же там ведет себя батарейка, и он прям тихонечко признался, говорит, да, при минусовых температурах дальность хода уменьшается процентов на 30, на 40, а то и на 50. Что, в принципе, понятно, фундаментальную физику никто не отменял. А мы приехали. Мы приехали в правильное место. Знакомьтесь, это производитель под названием Venucia. Итак, Venucia, или, как говорят англичане, Venucia, или, как понимаем мы, что-то не очень хорошо пахнущее. Но для китайцев такой ассоциации нет. Компания создана в 2010 году китайским автогигантом Dongfeng.
вместе с альянсом Renault, Mitsubishi, Nissan. Что я могу сказать про эту компанию? Ничего. Кроме того, что в 2014 году они первыми запустили в серию в Китае знаменитый электрокар Nissan Leaf. Наконец, 2019 года в мире было продано 400 тысяч Nissan Leaf. Эти автомобили проехали более 10 миллиардов километров. Это реально много. И вот эту информацию наша Винуччия использует для рекламы собственных автомобилей. Как вам такой ход китайских маркетологов? Мне нравится. Меня китайская реклама убедила, поэтому я вчера связался с этим автосалоном и заказал тест-драйв их седана Винуччия D60EV. Погнали, посмотрим его вблизи. Я его не вижу. Чхана. 什么时候会来？ Короче, кто-то уехал на служебной машине, и мне ничего не могут дать на тест-драйв. Что-то, короче, беспорядок какой-то, и ужас, и кошмар. На нога чхана, на нога чхана. 不是，你先坐一会儿。那个车什么时候能到？不知道，我要问一下啊，我给你问一下，好不好？那你好，谢谢。Короче, вот это называется настоящая китайская компания. Я заказал машину на тест-драйв. Машины нет, на ней уехали. Когда приедет? Неизвестно, но скоро приедет. Ты не переживай, посиди, а я схожу куда-нибудь, что-нибудь поделаю. Вот смотрите, мы в автосалоне. Никого нету. Вот я и мой верный оператор. Все. Жесткий мужик испугался того, что я наснимал, попросил мои права, записывать мою информацию. Но я как бы напишу в их головной офис, скажу, что, ребята, ну у вас жесткий беспредел и бардак. Ну как такое может быть? То есть построен автосалон, наняты люди, машин нету. Но человек идет с улицы и думает, куплю-ка я себе машину, заходит, ему говорят, извините, приходите никогда. Привет. Ну что ж, здесь не получилось, поехали к другому автопроизводителю, гуанчжоускому, может быть, там повезет больше. Там подтвердили, что машина есть, поэтому погнали. Ребята, слушайте, вот в Китае четко ощущаешь, понимаешь, где бизнес, где бардак. В первом месте был полный бардак и не пойми что. Второе место, заезжаешь, огромный рынок, много всяких автомобилей, зашел, меня уже ждут и... Мои права зарегистрированы, и меня ждет тест-драйв другого электрокара. Погнали! Так, ну как-то тесновато, если честно. Сейчас нужно... вот другое дело. Автомобиль выпускается маркой Ruiqi. Это часть автогиганта Dongfeng, у которого мы уже были сегодня. И этот электрокар позиционируется как один из первых серийных электрокаров в Китае. Ну, естественно. Машина сделана автогигантом, у которого есть опыт в производстве автомобилей. И это чувствуется в деталях. В отличие от таких новых марок, да, у которых много детских болезней, у этого автомобиля детских болезней будет либо мало, либо не будет совсем. И это хорошо. Бесконтактный ключ. Машина заведена. Посадка нормальная, удобная. Большие внешние зеркала, удобное нормальное зеркало внутри. Что ж, поехали. В общем, запас хода здесь 300 километров заявленный, но менеджер говорит, что по факту с включенным кондиционером больше 270 она не проедет. Верю, и это хороший результат, если она реально проедет 270 километров.
что я уже чувствую какое-то странное поведение гидроусилителя руля, вернее гидро или электро. Тут скорее всего здесь электроусилитель руля. Это же электротачка. Она едет не резво, но неплохо. То есть хороший, мне кажется, семейный, спокойный автомобиль. Для города запас хода 200, пусть даже 250 километров. Пусть будет плохая погода, не знаю, что еще, пусть будет 200. Если будет 200 честных километров, то, мне кажется, неплохой результат. Машина не чувствуется большой, как-то габариты понятные, удобные. Не скажу, что ее можно сравнивать с Теслой. Тесла по управляемости правильный автомобиль, да, но Тесла и стоит подороже. 1,5 тонны весит этот автомобиль. Нормально. Для электрокара это хороший вес, хороший показатель. Автопилота здесь нет, все по-честному. Мне уже рассказал сотрудник компании, что здесь в городе очень много зарядок. Я ему прям специально спросил, говорит, много это 10? Он засмеялся, говорит, да нет, парень, ты как бы, наверное, неправильно понял меня, их реально много. Поверим ему на слово. При цене 120 тысяч юаней, это 18, может 17 тысяч американских долларов, можно оформить кредит. Причем можно оформить кредит без первого взноса. То есть просто вот с завтрашнего дня сесть за руль машины и каждый месяц платить какие-то деньги. Можно заплатить там 30-40% от стоимости автомобиля, и тогда кредит будет дешевле и будут лучшие условия. Шоколад. Китайские технологии, китайский подход. И если бы эта машина продавалась в Гонконге, я бы ее взял. Гарантия на батарею и электромотор 150 тысяч километров. Немного. Разгоняется этот автомобиль до 100 км в час чуть меньше, чем за 9 секунд. Максимальная скорость 160 км в час. Показатели, прям отличные показатели для семейного автомобиля. Такого переднеприводного паркетника, да. Нормально. Дешево, сердито. Не скажу, что дешево, но доступно, сердито. Мне нравится. Неплохой автомобиль. 4,5 метра в длину, 1,85 м и миллион. Высота 1,65 м. Откроем багажник. Что тут у нас в багажнике-то интересно происходит? В багажнике происходит беспредел и ужас, но неплохо. Я думаю, что если этот багажник сложить, получится нормальное большое место. Ребят, вы, наверное, удивитесь, что в багажнике автосалонного автомобиля происходит вот такой беспредел, но в Китае, для Китая это нормально. Почему? Потому что здесь в багажнике есть визитки. Здесь визитка. Визиток много. Занимает пол багажника. Ну и всякий инвентарь, который нужно хранить в автомобиле. Ребят, машина грязная, и это говорит о том, что ее просто не успевают мыть. Ее тестируют, на ней ездят, и спрос на нее реально высокий. Мне кажется, это подтверждение того, что машина удачная, хорошая, и не знаю, купил бы я себе ее на каждый день, но однозначно посоветовал бы ее другу. Короче, капот что-то не открывается. Ничего страшного, мы точно его откроем. Зачем его открывать, я не знаю, потому что там мы ничего особо не увидим. Но есть главный вопрос, который задавали многие мои подписчики. Как заливать омыватель стекол? О! Ребята, значит, эта машина должна проходить техосмотр и регламентированные работы раз в 5000 километров. Стоит это 200-300 юаней. То есть 30-40 американских долларов раз в 5000 километров нужно приезжать и платить. За что? Менеджер мне рассказать не смог, но показал, где заливать омывайку.
Вот она! Тырын! Короче, из меня технарь очень плохой, я вообще плохо разбираюсь в автомобилях, а вот менеджер, который представляет эту компанию, он разбирается в автомобилях еще хуже, чем я. Это, я так понимаю, что у нас электромотор, который отвечает за рекуперацию. Это жидкости, которые охлаждают систему батареи. Это у нас сам электромотор. Это аккумулятор. Еще есть место для турбины или компрессора, который сюда, к сожалению, уже, конечно, не поставишь. Важный для меня момент – это удобство задних пассажиров. Я за собой помещаюсь. Если сесть глубже, то над головой есть пространство. Здесь в потолке такая прям как углубление такое. Нормально, комфортно. Даже при моем росте 1,93 м. Все хорошо. Я головой вот чуть-чуть вот в углу, может быть, касаюсь, а может быть, даже не касаюсь. Класс. Насколько же люк откроется? Ага, а он не открывается как раз из-за вот этого вот углубления для головы в потолке. Ну и нормально, зато задним пассажирам комфортно. Руль этого автомобиля, детали, вот общая эргономика говорит о том, что в компании знают, что такое культура производства. На самом деле Dongfeng — это китайский автогигант, у которого много торговых марок и китайских, и много совместных производств с мировыми брендами, такими как Toyota, Honda и другими. Эта машина сделана качественно, грамотно, но при этом доступно. Это чувствуется во всем. Мы можем посмотреть расход. Вот в данном случае это 20 киловатт на 100 километров. До следующей зарядки можем проехать 288 километров. Это 90% у нас батареи. Неплохо. Давление шин. Все у нас в норме. 2,3 бара. И вот навигатор у нас никуда не стоит, поэтому отображаются страшные иероглифы. Кондиционер и климат-контроль можно включить вот с вот этой кнопки, вот с этого меню, да? Просто отдельный блок. А можно включить с основного меню. Зачем вот это дублирование, непонятно, но ну и ладно. Удобный бардачок. Он, во-первых, вот так вот закрывается. Такой прям шторка классная. И внутри он глубиной 20 метров, наверное. А здесь есть ручки, как на Porsche Cayenne. Можно держаться прям надежно и классно. Рядом с ними бардачок, а в бардачке у нас бардак, как и полагается. Я думал, что вот эти вставки и строчки, вот этот весь синий цвет, он совпадает с кузовом. И есть такое ощущение, когда вот смотришь как бы снаружи, там синенькое, здесь синенькое. Но оказалось, что все в стандарте в синем цвете, а цвета кузова меняются. Все, конечно же, на китайском языке. Нет возможности выбрать другой язык. Значит, вот здесь у нас система рекуперации. У нее есть 3 режима: легкий, средний и тяжелый. Навигатор, подключение телефона, музыка, управление автомобилем. Так, что это у нас такое? Это у нас кондиционер. Есть поисковик, есть свои приложения. Что еще надо? Все. Важная штука. Вот 2 этих разъема, USB разъема, они для музыки, либо для зарядки ваших устройств. Что мне не понравилось, что руль не двигается на вылет, то есть он зафиксирован, вытащить на себя его не получается. Только вверх-вниз. Зеркальце есть, губы накрасить можно. И водителю, и пассажиру. Я надеюсь, что чувак не заметил, что я сломал вот здесь вот что-то. Конечно же, я нашел зазоры, неточности, но меня это не напрягает. Я думаю, что на ходовые качества этого автомобиля это не повлияет никак. Суперклей, конечно, пригодится, но ничего страшного. Машина прошла 40 тысяч километров, и я вот как обычный потенциальный покупатель понимаю, что где-то что-то нужно будет подклеивать. А если не подклеивать, то будет вот так. В принципе, терпимо. Это у нас быстрая зарядка. Манчжун юмею. Пойдем посмотрим, есть ли медленная зарядка.
Где лючок для медленной зарядки, пока непонятно, но мы его точно найдем. О, нашли. Производитель вот этого вот прекрасного кроссовера также выпускает микроавтобусы. Вот это вариант грузовой с дальностью хода 300 километров. Он стоит 90 тысяч юаней. И в него можно загрузить примерно 1 200 тонн. Объем багажника без малого 5 кубических метров. Компактный, но очень большой. Мне кажется, слушай, дай-ка я залезу сюда. Длина 2,60. Ну, не скажешь, что прям он для крупногабарита, но он просто огромный. 1,40 м, 1,40 м, 2,60. Ребята, это автомобиль для транспортных компаний. Это просто подарок. Обслуживаться он должен один раз за 10 тысяч километров. И, внимание, стоимость тех ТО 200 юаней. Это около 30 американских долларов. Просто подарок. С грузовым все понятно. Пойдем покажу еще пассажирский. Пойдем. Вот этот автомобиль 7-местный, и стоит он дешевле грузового. 80 тысяч юаней. Почему, спросите вы? А потому что у него дальность хода всего лишь 250 километров. Многие из моих друзей и клиентов говорят, что в Китае появилось хорошее качество. Я с ними согласен, и вот эти два автомобиля демонстрируют настоящее китайское качество. Это дешево, очень дешево, но при этом это не Mercedes. Это прям хороший средний класс. Класс. Что, посмотрим, что тут внутри. А внутри у нас вот любимый мой формат. Автомобиль маленький снаружи и большой внутри. Вот узко, как бы миниатюрно все. При этом я сижу, у меня над головой еще сантиметров, наверное, 5. Классно. Не могу сказать, что здесь все прям лакшери и качественные классные материалы, но неплохо. Неплохо. Без шика, без изыска, но неплохо. Пойдем посмотрим, что сзади. Все, фиксатор работает. Неплохо. Вот вам аналог, альтернатива буханки. Конечно, да, клиренс не такой. Хотя нормальный клиренс. Пойду-ка на задний ряд посмотрю, что там. Слушай, ты не поверишь, и здесь тоже неплохо. То есть она высокая, узкая, но прям максимально эффективный автомобиль. В Китае вот эти автомобили, такие высокие и узкие, называют менбаочэ. В переводе это буханка. Правда. У нас есть буханки, и здесь есть буханки. Как вам такая буханка? Ничего? Спереди 3 ряда сидений, есть место в багажнике. Безразмерная какая-то буханка получается. 14-е диски, такая полнопрофильная резина и реально высокий клиренс. Не знаю, мне кажется, здесь сантиметров 30 точно есть. То есть эта машина создана для того, чтобы возить небольшие грузы и даже заезжать в сельскую местность. Посмотрите на эти зеркала, они огромные. Вот такое ощущение, что полмашины. И в них будет очень удобно ехать назад, потому что они просто вот такие вот лопухи. Класс. Посижу-ка я в грузовой электробуханке. Ну что я вам скажу, для меня она маловата, потому что я смотрю как бы уже немного в потолок. Но в целом неплохо. Кстати, по качеству отделки она напоминает Nissan ENV 200, электрокар, который я не очень люблю. Можете посмотреть другой выпуск, в котором я подобно рассказываю о опыте владения электрокаром Nissan. Так вот, вот это вариант честнее и лучше. Стоит он намного дешевле, а по качеству, я думаю, что будет не хуже.
Гарантия на этот автомобиль, гарантия на батарейку этого автомобиля 200 тысяч километров. На вот этот 120 тысяч километров. Значит, я, наученный опытом уже Nissan, говорю, аж как выражается ваша гарантия? Все очень просто. Если батарейка деградирует больше, чем на 20%, 20, не половина, а только 20%, то батарейка должна либо поменяться, либо отремонтироваться, чтобы автомобиль проезжал заявленный километраж. В моем случае с Nissan ENV200 автомобиль дошел до того, что проезжал 60 километров вместо заявленных 150. Даже сотрудник этой компании посмеялся над работой Nissan. Учитесь, Nissan. Вот так должен работать сервис. Такие условия должны даваться нам, конечным пользователям на автомобиле. Если бы у меня была возможность не покупать мой Nissan ENV200, а купить один из этих автомобилей, я бы, не задумываясь, взял их. Они дешевле, дальность хода больше и гарантия лучше. Что думаете вы? Спасибо городу Фуджоу за то, что познакомил меня с классным производителем электрокаров под названием Ruichi. Мне понравился их паркетник, и мне очень понравилось их решение для малого бизнеса. Напишите в комментариях, поставьте лайки к видео, если вы хотите, чтобы я сделал подробный обзор этих электробуханок.